Приветствую, друзья! После выхода Celeste Bluetooth Best мне почему-то больше не встречались гибридные наушники с драйвером костной проводимости. За исключением, конечно, вот только появившихся apvox Gret. Из схожести обе эти модели звучат, если аккуратненько постучать по их корпусу. В остальном же это совершенно другая модель. В базисе у нас здесь не планар, а классический уже 10-мм динамик. И вместо одного арматурного излучателя задействовано целых 4 штуки. Да, это развитие примерно в том же направлении, но на более высоком уровне. О них сегодня и говорим. Поехали! Упаковка у них, я бы сказал, с сюрпризом. Под обычной по всем параметрам суперобложкой скрывается пластиковый бокс на двух довольно тугих застежках. Такой в хозяйстве точно лишним не будет. В комплекте шли только пенки и набор из очень недорогих силиконовых амбушюр. Кабель внешне хорош, толстый, витой, с прямым металлическим штекером и сопротивлением на каждый из жил по 0,07 Ома. Шикарный кабель, жаль, нет версии на 4,4 мм. Чашечки сделаны из гипоаллергенной смолы, немного крупные, с отверстиями для компенсации, направленными назад, металлическим звуководом и абстрактным рисунком на внешней части. Смотрится это неплохо, да и посадка у них довольно удобная. Вот так, друзья, это все и выглядит. По измерениям у нас достаточно быстрый по скорости затухания импульс, допустимые расхождения между каналами и искажения в пике, достигающие 0,95%, что ровно укладывается в норму. Фаза тоже нормальная, а с возмущениями на 30 и 60 дБ вы можете ознакомиться самостоятельно. По АЧХ же мы имеем подъем низких частот на 8,5 дБ с равномерным переходом на середину, чуть более выраженное выделение области разборчивости, пик для имитации ушной раковины, чуть меньший на псевдодетализации и чуть притушенные, но протяженные высокие частоты. Что-то в этом есть от Chi-Audio Hype 4 и Yanin Canon 2, но еще больше настройка похожа на Simgod EM10. В отличие от Celeste Bluetooth Best, у нас, как видите, немного смещены акценты, чуть больше верхов и меньший пик на 8 кГц. На слух у Gret довольно четкое, хорошо сбалансированное звучание с серьезным уклоном в теплоту и масштаб. Разрешение, как и положено, у них высокое, отличное разделение инструментов и просто превосходная динамика. Бас быстрый, упругий, с серьезной глубиной удара, но без явно ощутимого веса и так называемой твердости. Эту часть, конечно же, возложили на драйвер костной проводимости с его толчком и той самой вибрацией, распространяющейся, к слову, на весь частотный диапазон. Ну и ставка, естественно, сыграла. Дополненный тактильными ощущениями бас воспринимается на совершенно другом уровне, как и все музыкальное полотно в целом. Серединка скорее воздушная, с уклоном в скорость, прорисовку и техническую составляющую. Однако имеющийся аналоговый флер чуть сглаживает и заметно так украшает ее восприятие, насыщая всевозможными оттенками, подсвечивая мелодику и обогащая эмоциональную часть. Верха тут открытые, естественные и очень протяженные, без лишней резкости, агрессии, сибилитивных призвуков или иной грязи. Каких-либо ступенек, ям или акустических разрывов я тоже не ощутил. Звук воспринимается как единая, прекрасно согласованная аудиальная картина.
В сравнении с тоже гибридными, основанными на динамике наушниками BKS Frost, у нас нет ни их закрытости, ни ограниченности масштаба, как и нет той легкой жесткости, мясистости и прямо вычурной натуральности. Грет реально очень похожа на планар, но с лучшей мелодикой и правильно переданным пространством сцены в глубину. Звучат они четко, технично, слаженно, в меру подробно, местами даже завораживающие, но, на мой вкус, немного мягковато. У тех же Frost подача куда сочнее и строже, а новенькие планарные Things Zetian Woolligant наделены чуть лучшей отрисовкой текстур, изысканностью и столь любимой многими меломанами утонченностью. В целом же все эти три модели я бы отнес примерно на один и тот же уровень. Причем герои обзора занимают эдакое среднее положение, чем-то напоминая Frost, а чем-то ровненькие Woolligant. Образы у нас четкие, живые, довольно детальные, с неплохой выразительностью и мелодикой. Все тембры прекрасно читаются, имеют глубину и объем, но и отдельно стоит отметить их вовлечение в материал. Границы за счет драйвера костной проводимости буквально стираются, давая нам живое, яркое восприятие музыкальных произведений. Из стилистики здесь прекрасно подойдет рок-музыка, какие-то джазовые и вокальные исполнения, текстурная электроника, рэп и даже академическая музыка. Единственное, чего следует остерегаться, это всего дикого и излишне агрессивного. В силу особенностей драйвера костной проводимости на высоких значениях громкости он может заводиться. Я свой слух берегу, поэтому лично у меня подобных случаев ни разу не было. Ну и за этот самый драйвер мы еще платим чувствительностью. На раскачку им понадобится почти столько же мощности, как и для планарных излучателей. Итогом гибридные наушники APVOX Gret удобно сидят, тактильно приятны, имеют отличный кейс и кабель в комплекте, неплохо настроены и, как вы сами могли убедиться, почти не имеют искажений. Драйвер костной проводимости дает нам просто фантастическое погружение в материал и до реализма тактильный бас. И все это на фоне корректных, довольно протяженных высоких частот, подробной и чуть ли не прозрачно чистой середины, прекрасной артикуляции, утонченности текстур и абсолютно верном понимании сцены. Отличные, на мой взгляд, наушники, куда чище и аккуратнее, чем были Celeste Plutus Best, ну и заметно отличающейся ценой. Любителям глубинных погружений в мир музыкальных вибраций однозначно их рекомендую. За свою цену это очень крутые наушники. А у меня на этом все. Это была модель APVOX Gret. Не забывайте, что у нас есть группы ВКонтакте и Телеграме. На них обязательно нужно подписаться. Всем, друзья, добра!